Всем привет! Вы на канале PsyLife, и сегодня мы поговорим на тему, какую профессию лучше выбрать флегматик. Про самого флегматика, кто он такой, как себя ведет в целом и что в нем особенного, у нас на канале есть отдельное видео. Вы можете перейти на него, нажав по подсказке справа вверху. Ну а в этом видео мы разберемся, какие же профессии лучше выбрать именно флегматик. Так как флегматик — это человек с сильным, уравновешенным и инертным типом темперамента, то есть спокойный и достаточно медлительный, то и профессию выбирать ему стоит такую, которая требует большей сосредоточенности на одном деле и анализе большого количества информации. Итак, первая профессия – это оператор баз данных. Дело в том, что флегматик по своей природе консерватор. Для него поменять привычные действия достаточно сложно, даже если это принесет хороший результат. Поэтому для него эта работа будет наслаждением, где он один раз выучил, что от него требуется, и может теперь повторять монотонные действия каждый божий день. Разобраться с большим количеством информации и перепроверить по 50 раз, не сделал ли он где-либо ошибку, это работа непосредственно для флегматика. Особенно если это касается переработки информации из бумажного вида в электронный. С этим флегматик справится на ура. Ему важно, чтобы все было четенько, аккуратненько и по линеечку. Здесь его никто торопить не будет, потому как важно, чтобы документы всегда были в порядке, а значит, он сможет спокойно выполнять свою работу без лишних назиданий от начальства. Вторая профессия называется так – системный администратор. Флегматику будет достаточно легко изучить компьютеры, все их составляющие и, конечно же, программы, непосредственно все, с чем он будет работать напрямую. Ему хватит терпения найти причину неисправности ПК, какая бы сложная она ни была, и устранить эту неисправность. Флегматик не очень любит долго общаться с коллегами по работе, но общение с компьютерами ему доставит огромное удовольствие. Потому как люди зачастую очень эмоциональны, могут и накричать в порыве накала разговора, а флегматик скорее скрывает свои чувства даже тогда, когда его что-то сильно возмущает. На этом фоне компьютеры единственное, что и могут, так это пикнуть несколько раз, и то только для того, чтобы оповестить его о причине своей поломки. Их пик, пускай даже резкий, это всего лишь подсказка для сисадмина. И в этой работе как такового шума или большого скопления людей не бывает, что для флегматика является одним из главных факторов при выборе работы. Он приходит в основном на вызов по поломке одного компьютера к одному коллеге, или же занимается восстановлением данных, поэтому и общаться ему достаточно привычно короткими фразами. Да? Нет? Что случилось? Бывает, сейчас разберемся. Третья профессия – это редактор или же корректор. Флегматику нужно всегда пространство для его собственных мыслей, поэтому работа корректора оставляет его один на один с работой, в которой практически никто и никогда не вклинивается без особой на то надобности. Он спокойно, получив задание, может начать сбор информации, потом все тщательно проанализировать, сопоставить все за и против, а по итогу выдать собственный шедевр. Или же проконтролировать работу других людей, что в печать вышло к людям готовое и тщательно проверенное произведение. Под его контролем практически никогда не бывает промахов. У него все и всегда расписано по минутам. Такой своеобразный график, которому следует флегматик. Поэтому та профессия корректора или редактора отлично ему подойдет. Еще одна профессия – это аналитик. Причем в данной профессии есть несколько подвидов. Веб-аналитик, программист-аналитик, статистик-аналитик и вирусный аналитик. В любом случае каждый подвид предусматривает себе несколько задач. Поиск информации, анализ информации, предоставление понятным языком этой же информации, выводы и прогнозы. Флегматик в этой профессии сможет проявить всего себя. Например, у него отлично получится обработать максимальное количество информации за короткий промежуток времени. Так как он любит обдумывать несколько раз свои действия, прежде чем приступить к ним, то анализ для него будет достаточно простым и привычным действием. Придется лишь научиться выдавать полученную инфу понятным языком для тех, кто не особо разбирается в задачах этой работы. Терпения у него хватит, чтобы объяснить не один раз одну и ту же информацию разными словами, а с его складом ума сделать выводы на основании полученных данных и прогнозировать дальнейшие результаты флегматику будет не только просто, но и достаточно интересно. Поэтому он сможет добиться высоких результатов в сфере аналитики.
следующем видео мы поговорим о меланхолике и профессиях, которые ему больше всего подходят. Ну а с вами был канал PsyLife. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, а также пишите в комментариях, что вам понравилось из этого видео и согласны ли вы с утверждением психологов, что при выборе профессии обязательно стоит учитывать темперамент человека. А на этом на сегодня все. До скорой встречи. Пока-пока.